Гадание для весов на август 2022 года мы начнем с абсолютной классики карты Таро Уайта. Потом, может быть, перейдем к каким-то другим. Вот они. Всем нам давно и хорошо известны веселые картинки. Но прежде я хочу зачитать вам очередной набор предположений о весах из интернета. Согласны вы или нет? Итак, весы всегда находят причины, чтобы быть счастливыми. Очень позитивные и дарят всем много радости. Не каждый может простить, как весы. Очень добрые, и это всегда так. А также весы доверяют не каждому, но люди, которым они доверяют, особенные для весов, особенно ценные, наверное, так правильно. Ну, все хорошее здесь про вас сказали. Итак, ваш август. Первые три карты про работу вам расскажут, как состоятся ваши профессиональные бизнес-начинания и дела, и продолжения. Раз, прекрасно. Два, еще лучше. Три, тоже хорошо. Итак, ну, во-первых, четверка жезлов. Карта веселых, радостных, отчасти случайных совпадений. Она говорит, что в работе в первую очередь, вот одним словом, весам повезет. Везение, конечно, для каждого разное, но карта обещает многое. Кому-то повезет с выгодной командировкой, кому-то повезет с повышением зарплаты, кому-то в бизнесе повезет, потому что прибыли увеличатся и будут какие-то выгодные контракты. Четверку жезлов называют малым колесом фортуны, поэтому в ней чувствуется влияние, веяние судьбы. То есть нечто над вашими усилиями или над вашими предположениями происходит. То, к чему вы как будто бы не приложили руку. Смысл карты в этом. Много везучих карт в колоде Таро. Ну, немного, но есть. Но смысл вот четверки именно в легкости и веселье. Знаете, с легкостью получить новую должность. Рядом карта императора, очень карьерная. С легкостью. Вы не старались, не ждали, не успели поплакать, помучиться об этой должности. А тут вдруг раз, внезапное вот такое вот назначение. С новой работы может также получиться. То есть удивительное стечение обстоятельств. И вы находите работу намного лучшую, чем та, которую ждали, на которую вы надеялись. То есть вот как по мановению волшебной палочки. Вообще четверка жезлов — это как будто бы 4 волшебные палочки собрались в одном месте. И каждая чем-то своим занимается, организует для вас праздник. Вот видите, здесь люди на карте, безусловно, празднуют. Также эта карта дорог, веселые дороги вас ждут, связанные с работой. И часто описывают в буквальном смысле праздник рабочий. Завершение, да. По четверке жезлов люди, трудовой коллектив празднует завершение, удачное, конечно, какого-то серьезного проекта. Ну и ради этого это поход в ресторан возможен у вас. Карта император, старший аркан, отчасти фигурная, говорит о наличии явном у вас покровителя в рабочих профессиональных делах. Покровитель земной или небесный, как принято предполагать, да? Ну, то есть вот это ваше везение случилось, потому что конкретный человек, какой-то ваш начальник там это допустил, вот, с его подачи. А может быть, это покровительство, вот император может описывать, знаете, такое явное вмешательство высших сил. Языка даже грубовато. Ваши дела, но явно это к лучшему происходит. Рядом семерка кубков выпадает вам как совет. Не возрадуйтесь чересчур и не подумайте, что иллюзия выбора появляется у вас. Карта это именно обозначает
множественный выбор или иллюзию выбора. То есть вам покажется, что случилось так много хорошего, и дальше все, а может быть, есть где-то еще лучше. Например, вот с такими картами вам везет, и вы получаете, вас зовут на какую-то очень хорошую работу, прямо с хорошей должностью. И от этого-то счастья себе аж не верите, но думаете, ага, если на такую работу позвали, то, может быть, если так дело пошло, то еще лучше появится. То есть вот с 7 кубков здесь идет такая опасность, ну вот ощущение, что вы на расхват. Вот так. Не надо этим иллюзиям предаваться. Везение нужно оценивать, понимать, принимать, быть скромными и большего, и многого не просить. Поэтому, да, новая работа вполне себе найдется. Главное вам не растеряться вот именно с этим выбором. Не подумать, что теперь всегда много работ будет к вам приходить. Новая должность, безусловно, просматривается. Самые разные перспективы. И в бизнесе, и в работе. Далее деньги. Ваша финансовая жизнь. Раз, два, три. Финансовая жизнь протекает в рабочем порядке. Достаточно. То есть денег будет достаточно. Доходы с расходами сойдутся. Деньги будут связаны напрямую с работой и вашими усилиями. Тройка пентаклей, знаете, такая спокойная, добродетельная и скучная. Она говорит, что вот ваши денежные дела, какими бы они ни были, это может быть действительно просто зарплата и прибыли, или какие-то сделки, крупные покупки, продажи чего-то, ваши инвестиции, ну вообще жизнь материального мира вокруг вас. Все это будет продвигаться медленно, маленькими, но гарантированными шагами. И все будет в таком, ну, несколько скучноватом, затянутом режиме. Тройка пентаклей, карта — это работа. Она вам предлагает к деньгам собственным отнестись вот с спокойствием и вместе с вниманием, как вы относитесь к своей работе. Деньги, безусловно, придется считать, деньги придется как-то распределять, часто скучно, а не так, как нам хочется, знаете, с барского плеча. Тройка пентаклей, кстати, очень безэмоциональна, она вас удерживает от эмоциональных расходов, кидание денег на ветер, просит вас привести в порядок свои счета, свою вот эту вот кассовую книгу, если она у вас есть. При этом карта Маг. Мы здесь в первую очередь видим ваш портрет. Она вам предлагает вот привести денежные дела в порядок незамедлительно и на многое решиться. Карта Маг заверяет, что ваши финансовые дела в основном в ваших руках. Вы влиятельны, вы можете влиять, вы можете выбирать, вы можете распределять или отказываться от чего-то. То есть ощутите себя магом, почувствуйте в руке тепло волшебной палочки, будьте эгоистичны, стойте на своем, будьте активны, торопитесь. При этом будьте честны. Ну, в общем, маг — это, знаете, не случайно же первая карта, да? Аркан первый. Вот. С него все начинается. То есть нужна ваша какая-то максимальная сила, нужна ваша целеустремленность, да, действительно, в денежных делах, способность не бояться, торопить события, давить на людей и обстоятельства, быть пробивными, как вот говорят. Вот такое поведение от вас приветствуется. Почувствуйте, что вы можете все. Маг абсолютно исключает ощущение бессилия и исключает лень. Вот. Если хотите все, чтобы у вас ловко, выгодно там продалось, купилось и состоялось вообще в деньгах, то вот будьте такими.
максимально смелыми, но при этом трудолюбивыми. Не избегайте мелких каких-то хлопот, а все на пользу пойдет. Ну а семерка пентаклей говорит, что в августе вы основного своего денежного приза, ну текущего на данный момент времени, вот чего вы ждете, может быть это заключение какой-то сделки или выигрыш в суде, или получение максимальной прибыли от бизнеса. В августе вы этого пока не дождетесь. Видите, наш герой здесь на карте что-то вырастил и разочарованно это что-то рассматривает, потому что мало, а может быть хотел он не этого. Семерка говорит, что в самых главных денежных делах вас, конечно, ждет продолжение, то есть это история с продолжением, продолжение следует. Вот. Нет финала вот, по этой карте, вот нет пока финала. Вы хотите, чтобы уже все вот состоялось, в какой-то точке идеальной зафиксироваться. Нет. Карта советует продолжать работать, считать, рисковать, может быть. Но не ждите, что все закончится. Вы сами знаете, что все для вас. Далее любовь, естественно. Август романтичный, прекрасный, бархатный, курортный. Да, пусть все будет. Итак, любовь. Раз. С любви, видите, начинаем. Главная карта про любовь выпадает вам сразу. 2. И 3. Да. Любовь будет. На этом можем гадание остановить. Потому что туз кубков – это самая главная карта. Про любовь она описывает наполненность вашего сердца. Вот ваше сердце будет наполнено чувством. И они даже идут как бы через край. Вот эти вот чувства. Это новая любовь, то есть новое знакомство, безусловно, возможность влюбиться в какого-то совершенно незнакомого человека, имени и фамилии, которого вы пока не знаете. Это и продолжение отношений. Это великая карта примирений. Именно по тузу кубков люди после ссоры, разлуки встречаются вновь и друг другу все прощают, потому что понимают, что не могут друг без друга обходиться. Это и хорошая карта для тех, кто давно просто вместе. То есть здесь прилив любовных чувств. Знаете, так бывает, если супруги уже наскучили немножко друг другу, но вдруг едут в какое-то жутко романтическое место на курорт, и там заново переживают вот эти чувства. А может быть, это поездка туда, где они уже были, туда, где они проводили свой медовый месяц. Счастливый для любви, везучий месяц для любви. Знаете, туз – это ведь всегда волшебство. Это то, что не предполагалось. То, что вот приходит, падает к вам в руки буквально сверх меры. Открывайте свое сердце скорее, ну, если вы, конечно, хотите, если вы жаждете нового знакомства. А рядом 2 карты масти жезлов рассказывают вам детали. И детали хорошие, с моей точки зрения, а вам сами смотрите. 5 жезлов говорит о конкуренции. Любовь какая-то конкурентная или конкурентоспособная. Я думаю, это скорее любовь к конкурентоспособному лицу. И необходимость привлекать внимание, например. Необходимость быть лучше, необходимость побеждать в честном споре врагов или соперников любви, даже каких-то неочевидных. Но не путайте, это не ревность, это не измена, это не обман, ни в коем случае. 5 жезлов – это такой честный спор. Поэтому если идет речь о новом знакомстве, то вас ждет какой-то новый человек, новый партнер за сердце, за внимание которого вам надо, ну, условно побороться с понятными, знаете, пройти какой-то конкурс, пройти какой-то отбор. Царская невеста, знаете, такой аттракцион. Царская невеста. В редких случаях 5 жезлов здесь описывает споры в паре. Споры в паре, скороговорка получается. И видите, вы вместе, или снова вместе, или по-прежнему вместе, а спорить
продолжаете. Есть плохие значения у этой карты в гаданиях на любовь. Но я думаю, для них нужно сопровождение соответствующее. А десятка жезлов здесь только подпевает. Да, она говорит о трудностях в отношениях, но эти трудности какие? Здоровые. Это тоже желание или необходимость соответствовать обстоятельствам, партнеру или соответствовать собственным чувствам. Трудная любовь. Видите, какое-то заглавие для сериала у нас получается. Трудная любовь. Это партнерство, которое много счастья несет и которое при этом почему-то легко не дается. Но я приветствую такие карты. Я думаю, что чтобы отношения продлились бесконечно долго, хотя бы в самом начале надо потрудиться, что ли, надо как-то поработать или кого-то победить, да? Потому что без этого нет вкуса триумфа, что ли, нет вкуса победы. Ну и теперь дом, семья, ваши домашние дела, родственники, квартира, недвижимость. Раз, два, три. А вот здесь не очень хорошо. Вот здесь не очень хорошо. Резко карта переходит как будто бы на другой регистр. Три мелкие карты, младшие арканы, но все три проблемные. Не думают, что это реальные опасности. Нет, это не потери, не ссоры, не переезды, которые, да, равны пожарам. Нет. Но видите, все-таки в центр я положила пятерку кубков. Разочарование, то есть в связи с домом, с родственниками, с делами ваших близких. Вы будете остро, но кратковременно разочарованы. Это само пройдет, делать с этим ничего не нужно. Восьмерка мечей, то есть вы ощутите влияние, чье-то вмешательство, довольно грубое, такое вероломное, в ваши семейные или домашние дела. То есть это нарушение семейного мира через интервенцию, когда кто-то портит семейные планы намеренно, плохо, противно. Это могут быть трудности с самой, собственно, недвижимостью, которую вы там, не знаю, покупаете или продаете, или оформляете в собственность. Так и это могут быть трудности в отношениях. То есть это такое черное поле эмоциональное, которое идет снаружи, не в семье держится, снаружи, но семьей очень сильно вашей ощущается. И из-за этого вышеперечисленного, видите, в семейных делах у вас какая-то остановка. То есть семейные дела буквально заходят в какой-то части в тупик. Поэтому, боюсь, самый главный ваш семейный план в августе, ну не то чтобы не состоится, да, не состоится, но он отложится. Например, семейная поездка на курорт. Если вы собрались все поехать на курорт, то, видите, это может быть чья-то болезнь, незначительная, но все равно путевки пропадут. Это может быть просто остановка из-за каких-то даже объективных, знаете, таких геополитических факторов. Вы разочарованы, вы чувствуете давление и несвободу. Общий совет, вот когда три карты, тем более подряд, ложатся, это более даже не предсказания, это советы для вас. В делах семьи, дома, недвижимости не торопите события. Вот ваше правильное поведение такое, не торопить события. Все, что отложилось, не сбылось, куда-то не поехали, праздник семейный не сделали, ремонт не начали, мебель не купили. То есть это всегда противно, когда планы портятся наши, да? Вот. Ну не торопите события. Значит, надо подождать. Переключитесь на что-то другое. Но все-таки, вот знаете, вот эта пятерка с восьмеркой довольно тяжелые, довольно печальные эмоции описывают для вас в связи с домом и родственниками. Это не потеря ни в коем случае, это вот скорее
знаете, слухи какие-то, известия извне. Это могут быть ваши переживания даже не за себя лично, а за кого-то вот из ваших родственников, за тех людей, ну, с которыми вы делите быт. Они могут быть по-разному вам близки, но тем не менее они есть. Поэтому в целом здесь карты как предупреждение. Да, от планов придется отказаться, но само пройдет. Придет время, и все станет по-другому для вас. И я хочу достать весам одну карту. Совет. Совет на август. Карта называется «Золотой Таро». Вот. Вот. Это то, о чем мы говорили для вас в разделе «Деньги». Видите? Похоже, что у вас много сейчас залежало серьезных денежных дел и решений, и с которыми вы должны сейчас разобраться. Только вы, по своему усмотрению, вообще не оглядываясь ни на кого и даже не прося помощи, поддержки, совета. Видите, вот этот вот маг держит в руках жезл, и туз жезлов дублирует. То есть вот туз жезлов — это такая для вас провокация и топливо в то же время. Будьте смелыми, дерзайте. Нигде не останавливайтесь и ни в чем. Я думаю, что это в основном касается темы денег, любви отчасти тоже, кстати, да. Потому что там тоже с жезлами все очень перекликается. В августе потребуется ваш эгоизм, которого у весов, ну вот мы даже в начале прочитали какие-то выдержки, у весов эгоизма мало, поэтому к ним все так тянутся. Но тут надо больше, чем обычно, сделать по-своему. Спасибо.